Вы точно уже слышали про этот рецепт, но готовили ли вы по нему когда-нибудь? Легендарный сливовый пирог по рецепту из газеты New York Times. Отличная сезонная выпечка к чаю, простая в приготовлении и очень вкусная. Нежное тесто и яркий фруктовый вкус. Привет, друзья, меня зовут Галина Артеменко, и дальше готовим знаменитый пирог. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео для вашего удобства. В оригинальном рецепте используется система измерения продуктов в чашках, типичная для американской кухни. Для этого видео количество ингредиентов я перевела в привычные нам граммы. Рецепт из газеты и с официального сайта тоже размещаю. Этот рецепт знаменит тем, что печатался в газете каждый сентябрь на протяжении нескольких лет, и за все время лишь слегка уменьшилось количество сахара в тесте. Кроме того, он вошел в сборник рецептов из газеты. Первым делом я подготовила форму, взяла кольцо, обернула дно фольгой, уложила круг из пергамента и смазала маслом бока кольца. В рецепте рекомендуют использовать форму от 20 до 25 см в диаметре. В зависимости от выбранного диаметра получится разный по высоте пирог. Помойте и разрежьте напополам сливы, удалив косточку. У меня очень сочные сливы с насыщенным кисло-сладким вкусом. Теперь тесто. Это очень простое кексовое тесто, которое готовится на основе масла. К размягченному сливочному маслу всыпьте сахар и взбейте до кремового состояния. От себя рекомендую использовать сахарную пудру, но это не критично. Теперь просейте к маслу с сахаром муку, смешав ее с разрыхлителем и щепоткой соли. Взбейте яйца. Перемешайте тесто быстрыми движениями, чтобы не было комков. Я сперва смешиваю ложкой до исчезновения сухих фракций, а затем быстро разгоняю комки миксером. Распределите тесто по форме. В рецепте из газеты сливы указаны в количестве 24 половинок, и это количество поместилось у меня в диаметр 24 см. Если вы хотите получить пирог выше, используйте диаметр 20 см, и половинок на такой пирог уйдет меньше. Выложите сливы на тесто кожицей вверх. Часто можно встретить рецепты этого пирога, где сливы укладывают срезом вверх, но в газете указано укладывание срезом вниз. Не буду отступать от рекомендаций. Кстати, на моем сайте есть рецепт моего любимого перевернутого пирога со сливами. В нем разрез слив после выпечки становится настоящим украшением пирога. Ссылку я оставлю в описании. Перед выпечкой пирог рекомендуют сбрызнуть лимонным соком, присыпать сахаром и корицей. Так как у меня сливы были достаточно кислые сами по себе, то лимонный сок я не использовала. Корицы не хотелось, а про сахар просто забыла и присыпала уже вдогонку после отправления в духовку. Выпекайте пирог при 175 градусах в течение 50-60 минут. В моей духовке он был готов через 45. Если видео понравилось, ставьте лайк, если уже когда-то готовили этот пирог, пишите в комментариях. В следующем ролике приготовим вкусный сытный суп харчо, облегченную вариацию на курице, будет очень вкусно и пикантно. Так что подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал Жизнь вкусная.